Друзья, всем привет! С вами Мишаня, это очередной соло-поход в зону отчуждения. В общем, нахожусь сейчас в Иванков, в городе Иванков, под въездным мостом над рекой Тетерев, и жду своего таксиста. Как всегда, не знаю, что из этого получится, потому что оделся совсем не по погоде, мне очень холодно. Вот. Пойду кратчайшим маршрутом до Припяти буквально. Побуду там денечек и буду возвращаться на Дугу. Возможно, даже ее не зацеплю. Не знаю, как там будет по моему здоровью. В общем, очередной поход в зону. Всем приятного просмотра. Чернобыльская зона всегда манила меня своей красотой, и особенно красота этого места запомнилась мне в варианте поздней осени. Главная особенность одиночных походов для меня – это испытание себя на прочность, брод при нулевой температуре, душевно отдохнуть в одном из заброшенных коровников, пройти ночью 30 километров в одиночку и увидеть полностью заброшенный город без листвы. Именно так выглядит Припять в ноябре. В эту пору брошенный город оголяется, и уже нет того ощущения пребывания в лесу. Это мой очередной поход в зону. У микрофона, как всегда, Мишаня, и я желаю вам приятного просмотра. Друзья, у этого ролика есть спонсор, и, пожалуйста, не переключайтесь, я думаю, вам эта информация будет полезна и интересна. В общем, если вы всегда мечтали попасть в Чернобыльскую зону отчуждения, будь то легальным или нелегальным способом, и не знаете, какую турфирму для легального посещения выбрать, или же с каким проводником пойти в нелегальный поход, вам сюда. Я всегда рад вам помочь и подсказать, что будет лучше и с кем лучше пойти. Также вы можете сходить вместе со мной в Чернобыль. В общем, жду вас в Сталкинг Чернобыль. Сейчас в идеале нужно дождаться таксиста где-то возле въезда в город Иванков. В общем, какая-то бичевальня. Я здесь сижу, ожидаю таксиста для того, чтобы отправиться к границе Чернобыльской зоны. Очень часто ездят машины. Блин, в отличие от вечернего времени, когда я забрасывался на таксу, сейчас довольно палевно. Друзья, вот я уже на точке входа в Чернобыльскую зону отчуждения. Таксист высадил меня на проверенной локации, и я готов двигать. В общем, добираюсь я до реки Уж, обхожу одно из пограничных сел. Ой, тяжело тут ходить вот этими окольными путями. Но если хочешь зайти в зону днем, изволь вот так вот обходить. Я ночью очень сильно перемерз. Прям так нормально меня продувал ветер. Сейчас поднялась температура. И я вот боюсь, что я, если полезу в холодную воду, переходить реку, то мне станет еще хуже. Деваться уже некуда. Я на границе зоны. Здесь не ловит связь. Связь, если будет ловить, то где-то за Ужом. Поэтому обратки уже нет. Еще надо будет где-то сейчас упасть на привал, покушать немножко и переупаковать рюкзак, потому что
Часть вещей мне докупил таксист, за что ему огромное спасибо. Если ты смотришь, респект. Здесь-то я и упаду на привал. В общем, хотел посидеть подольше, придется убираться отсюда побыстрее. Начался дождь. Осенний дождь, который очень сильно может испортить мне настроение в походе. На случай дождя у меня были заготовлены мусорные пакеты. Я одевал их поверх берц, и все это дело выглядело ненадежно. Но со своей задачей оно справилось, и до дороги я вышел с сухими ногами. Наступил один из самых ответственных моментов похода. Надо пройти реку уж через брод. В такую-то холодрыгу. Вот так вот все и проходит. Ощущения, конечно, непередаваемые. Ноги как будто обжигает огонь, и в то же время чувство невысыпания моментально пропадает. В общем, я уже в Чернобыльской зоне отчуждения. Я сюда проник, замотал ноги вот в такую вот штучку и иду к коровникам. И, кстати, опять начинается дождь. Дождь — это всегда проблема, особенно в Чернобыльской зоне. Но ничего, как-нибудь разберусь. Бывшие коровники в одном из заброшенных сел. Это одно из первых мест, где я решил остановиться на длительный привал. А самое главное, что здесь было, это крыша над головой. Здесь я впервые за 24 часа нормально покушал и немного поспал. Три часа дня. Наверное, я вздремну до 5. Буду отправляться дальше, так как не спал уже 2 суток. Усталость уже накопилась, и хочу вам сказать, что мозги совсем не варят. Даже разговаривать сложно. Я еще растопил костер, погрелся. А пока что вот так вот ложусь спать без спальника, чтобы не уснуть надолго. Рюкзак собран и силы восполнены. Пора идти дальше. Руины церкви Казанской иконы Божией Матери. Ее я уже показывал в своих роликах. Тем более там поставили вышку егерей, поэтому туда лучше не соваться. Желательно вот так вот обойти.
Ростову идти одному очень напряжно, потому что всегда палишь на дорогу один, а когда вы в компании, ты можешь смотреть вперед, твой друг будет смотреть назад. Ты ему полностью доверяешь и знаешь, что в случае чего он тебя подтолкнет и заставит убегать. Сейчас же мне приходится работать за двоих. Деревья. А плюс ко всему то, что я не спал очень долго, играет свою роль и меня конкретно глючит. Там было поваленное дерево на дороге. Мне показалось, что ко мне идет полицейский или лесник в камуфляже. Еще вот так вот фонарем мелькнул. В общем, жесть какая-то. Надо идти спать. Дорога до Припяти проходила сквозь несколько сел, и в одном из таких находится кладбище у дороги. И в одиночку в такое-то время суток мне было немного не по себе. Трудности добавляла галька, и по такой дороге ноги быстро убиваются. Но несмотря на это, до очередной точки привала я дошел. Село Разъезжа, которое сгорело в результате аварии, сгорело в результате пожара в 2000-х годах. В общем, я сюда дошел, и это место моего очередного привала. Кстати, у кого есть догадки, для чего нужны были вот эти ворота, пишите в комментарии. Лично мне кажется, что здесь был очередной блокпост, либо какая-то граница Чернобыльской зоны, но потом ее перенесли чуть дальше. Тьма сгущалась, нужно было найти место для сна. Я проснулся в 12 ночи и продолжил путь в Припять. Небо на удивление было ясное, что не могло не радовать. Зона дала добро продолжить путь. Коротше, оці червоні фонарі – це просто топ. Воно глушить весь спектр, і їх не так видно, як білий фонарь. У станции Янов случилась забавная история. Я вышел на рельсы с целью перейти пути и заметил зарево на железной дороге. Сначала я подумал, что это рабочие светят мощным прожектором, но свет быстро приближался, что еще больше меня насторожило, ведь стоял я замерши на середине путей. Ну что, друзья, я уже нахожусь в Припяти и готов сейчас отправляться гулять. Опять я не выспанный, опять есть кое-какие трудности с этим. В общем, в планах посетить, как всегда, центр, по баянчикам пройтись, набрать воды и уложиться спать. Потому что сегодня лайтовый день, можно сказать, разгрузочный. Утром я отправился в центр города. Сейчас я передвигаюсь улицей Леси Украинки в сторону Спортивной. Ночью, конечно, было непонятно, как выглядит город в эту пору, но по светлу я увидел Припять без листвы. Сейчас я передвигаюсь улицей Спортивной, и здесь расположен бассейн Лазурный, одна из достопримечательностей Припяти, а также третья школа. Но сейчас надо пройти к центру, пока предположительно в городе никого нет. Поздней осенью заброшенный город поистине впечатляет. В это время здесь нет густой листвы, и можно разглядеть абсолютно каждый дом вдоль центральной площади или же другой улицы. И здесь, можно сказать, витает гробовая тишина. Я направился в музыкальную школу. Это здание примыкает к кинотеатру «Прометей», и место я выбрал не случайно, ведь здесь я еще не бывал.
Внутри пусто. Мародеры разворовали это здание. До аварии на атомной станции здесь проводились занятия по музыке и вокалу. Здесь можно было научиться играть на гитаре, пианино и фортепиано. Сегодня музыкальная школа заброшена и пуста, как и многие припятские здания. Кинотеатр «Прометей». Место культурного отдыха припятчан. Здесь до аварии на атомной станции вечерами влюбленные пары назначали встречи, да и просто приятно проводили время. Сейчас это место выглядит вот так. Все разрушено, разворовано. И лишь одинокий витраж возле кассы напоминает о бывшей красоте этого помещения. После аварии на ЧС город обнесли колючей проволокой. Недалеко от кинотеатра в Припяти расположено кафе с одноименным названием. На территории кафе «Припять» есть спуск к причалу. Отсюда раньше можно было отправиться в Киев на теплоходе. Внутри кафе находится, пожалуй, лучший витраж в городе. Сюда я не раз захожу, чтобы им полюбоваться. На обратной дороге я заметил особняки на окраине города. Это остатки от села Семиходы, которое находилось на месте нынешней Припяти. Я никогда их тут не видел и не увидел бы, будь тогда листва. Во время строительства города эти особняки сносились, а взамен людям выдавались квартиры в новостройках города. На удивление, внутри было много мебели, что не характерно для разворованной Припяти. К сожалению, в отличие от панелек, особняки без должного ухода обрушаются быстрее, как и этот дом. Напоследок я прогулялся проспектом Строителей. Тогда был будний день, и дистанционные пары никто не отменял. Друзья, доброе утро. Второй день в городе Припять и третий день по счету похода в зону отчуждения. Проснулся я, в общем, только с просонья. Проспал момент прогулки по городу и теперь буду гулять кучерями, как всегда. Единственное, что нету листвы и камуфляж меня вряд ли спасет, но на всякий случай одел. Плюс тут есть дополнительные кармашки, куда я камеры могу закинуть, там всякие фонарики и так далее. Вот так выглядят мои апартаменты
на этот поход. Берцы сушатся. И значит, я настолько сильно обогрел комнату, что уже окна запотели. И это очень сильно большое палево. На второй день я много чего запланировал, но все мои планы рухнули. Короче, ребят, по Припяти ездит машина патрульная, круги наматывает. Я вот уже час гулял, из них полчаса добирался маленькими шажками по листве ступал, чтобы сильно не привлекать внимания. В общем, патрулька ездит вот так вот по кругу, по Лесе Украинки едет, потом поворачивает на Строителей, круг делает и обратно вот так вот возвращается через Курчатово сюда. Какая-то странная фигня здесь происходит. Я никогда не видел, чтобы Нива вот эта Шевролет гоняла по кругу. Возможно, кого-то ищут, возможно, это связано с этими мигрантами, которые сейчас в Беларуси. Просто была новость, правда фейковая, что в зону проникли мигранты через село Денисовичи в зоне отчуждения. Правда, это был фейк, но все возможно. Поэтому сейчас на границах погранцов тьма тьмущая. И мне еще предстоит отсюда выйти. Сейчас я хочу нормально покушать, собраться и попробовать выйти из Припяти днем. Потому что гулять здесь сейчас не вариант. Просто реально сейчас приняться неохота. Они, если меня отвезут в Славутич, я без ковид-сертификата. В России это QR-код, где-то еще не знаю. У нас, в общем, сертификат нужен. И меня просто не пустят ни в автобус, ни в поезд. А добираться потом на Чернигов, из Чернигова на Киев я стопом еще не умею. И говорят, что там очень сложно. Поэтому буду убегать со всех возможных сил. Пока что приготовил себе покушать. Мивина, это аналог доширака, и бульон с этой же приправы, потому что я добавляю вместо 2 пакетиков 1, и у меня еще остается потом. В общем, буду по дню выходить на дугу одним секретным лесным маршрутом, но придется, конечно же, 5 километров пройтись по дороге, где время от времени, возможно, проезжают машины. Но когда я заходил в Припять, то там были повалены деревья. Надеюсь, что так оно и будет. Никакие лесники не будут расчищать дорогу, потому что будет очень печально, если я сейчас на них выйду. Вот такое вот поле. Я выхожу из Припяти. И, можно сказать, уже даже вышел, потому что вот Чернобыльская атомная электростанция. Я нахожусь напротив нее. И что хочу сказать, радиационный фон в окрестностях Янова более-менее нормальный. Я вот только что померил фон. Около 50 микрорентген в час на этом месте. Что даже удивительно, потому что эта территория рыжего леса почти что начинается. Значит, мне сейчас предстоит пройти 5 километров по более-менее живой трассе. Единственное, что радует, что там поваленные деревья. Я надеюсь, лесники их еще не расчистили, а значит, тачки туда не ездят. В общем, пожелайте мне удачи. Друзья, лось. Короче, я настолько отбитый, что иду в сторону лося. Но мне по этой тропе надо выйти на дорогу. Другого пути тут нет. Поэтому сейчас будет контакт с диким животным. Атомная станция. Ну что, начинается
так называемый участок нервотрепка. Особенно, когда ты идешь по нему днем. Здесь могут стоять полицейские в засаде. У них тут есть несколько мест. Просто сейчас тут высокий фон на обочине. Там дальше он упадет. Там дальше он упадет. И там всегда любят стоять автомобили. Первое место это Лепка. Второе где-то вот в промежутке 500 метров по этой дороге, по которой я сейчас иду. Видели тут вроде бы 2 раза машину. Первый раз пикап, второй раз вроде бы бусик. Уже точно не помню. Смотрите, эта дорога ведет в Рыжий лес. Я вообще планировал сократить путь до другой центральной дороги. Сейчас попробую сюда пройти. Друзья, я нахожусь в так называемом Рыжем лесу. С виду он довольно необычный. Есть одна штука, которая меня сейчас очень сильно напрягла. Предел. Где-то 3 миллирентгена чистой гаммы. Теперь бета. Он бедный аж задыхается. Радиофобия быстро пропала, и я решился пройти сквозь Рыжий лес, так как нашел на старых картах грунтовую дорогу до самой дуги. Рыжий лес я, конечно, старался перебежать максимально быстро, насколько это было возможно. Как только фон стих до показателей в 100 микрорентген, я наконец-то смог отдохнуть. Друзья, просто посмотрите. В Рыжем лесу проходит река. Я вот боялся сюда идти, потому что думал, что не будет моста. Но, как оказалось, карты иногда умеют врать, и мост есть. Фон здесь уже по гамме 190, ну примерно вот так вот скачет. Можно даже падать на привал, потому что здесь уже вполне себе норма. Я даже смотрел видео, многие тут набирают воду, а Растян однажды переходил вот эту речку по бревнам в стороне Чернобыльской атомной электростанции. Они спали в месте, где фонит под 300. В общем, сюда люди ходят, но это нежелательно, и повторяюсь, лучше не повторяйте то, что вы видите в моих видео. Я себя, конечно, не жалею. 130 вместе с бетой и гаммой. В принципе, можно присесть, отдохнуть. Друзья, я уже иду довольно-таки долго. Уже темнеет. Я все еще в Рыжем лесу. Просто я вышел из Припяти в 2 часа дня, а сейчас 4. Немножко так решил помариноваться в Рыжем лесу. Значит, фон здесь уже 100, 150, 200. Но главное, что не 1000, как там было. Там прям котел был. Если кому интересно посмотреть, как выглядит Рыжий лес, то вот, пожалуйста, вот такая вот местность.
того самого рыжего леса нет. Еще с 1986 года его спилили и закопали в траншеи. Как раз, возможно, по тех траншеях я и шел, потому что, ну, очень дико фонило. А это, можно так сказать, новый лес, который пророс после того, как те все деревья закопали. Видите, природа властвует над радиацией, можно так сказать. Все отобрало тут, все вот эти особняки, многоэтажки и так далее. Все это природа забрала и властвует здесь. Я вам не показал, как в Припяти, в доме, где я остановился, на крыше кто-то из сталкеров провалился. В общем, в Припяти тоже уже мало времени осталось. Она уже рушится. Дома прогнили, при том, что это бетон. Представляете себе, кто умудрился провалиться. Потому что уже конструкция не держит. Так-то это все печально. Ребят, ура! Я вышел на бесконечку. Это значит, что больше не будет высоких фонов. Можно будет падать на привал. Единственное, что осталось еще много пройти, но это уже не важно. Главное, что я на финишном пути на выброс из зоны. Над зоной собирается закат. Если честно, очень красивые краски. Единственное, что довольно сильно холодно. Небо затянулось снеговыми тучами. И чувствую, что сегодня ночью пойдет снег. Так как днем мороз совсем не спадает. Возможно, даже буду жечь костры, чтобы согреться, потому что реально не подготовился на зимнюю погоду. Я думал, тут будет плюс 4, плюс 5. Что еще можно в двух свитерах и курточке пережить. Но минус 6 это уже очень слишком, я вам так скажу. Приготовил себе бич-пакет вместе с паштетом, хлебушком и всякими соусами. В силу того, что еще не поздняя ночь, я не могу использовать в домике лесника белый фонарь, так как тут недалеко дорога. А листвы уже в это время года нету. Это все видно. В общем, сейчас я покушаю, немножко вздремну и отправлюсь на выход из Чернобыльской зоны отчуждения. Честно говоря, немного есть усталость, но держусь бодрячком. Всем приятного аппетита, кто кушает. Друзья, я вышел. Я успешно вышел. Сейчас есть единственная проблема, это пограничники, но я их успешно могу послать, потому что без полиции они не имеют права составлять протокол, а также что-либо делать со мной. Единственное, что они могут проверить документы, и все. Наличие рюкзака не имеют права проверять. В общем, очередной поход в зону отчуждения успешно закончен. На дворе наступила зима настоящая. Вот что называется, зашел поздней осенью, вышел зимой. Сейчас еще нужно как-нибудь добраться до города Львов. Я ж без этого, без сертификата. Выйду сейчас на дорогу, попробую попроситься в маршрутку. Они-то меня пустят. Но у нас какие правила? У нас на блокпосте полицейские могут остановить автобус и начать шмонать пассажиров выборочно. Наверное, тех, кто им не понравится больше всего. И если у тебя нет сертификата, то тебе выписывают 17 тысяч штрафа. Дорогой поход получается.
На этом видео подходит к концу. Надеюсь, оно вам понравилось и вы получили удовольствие от просмотра этого маленького фильма об одиночном путешествии в зону. У микрофона был, как всегда, Мишаня. Я благодарю вас за просмотры, лайки и комментарии. Всем удачи и пока!